Приветствую вас на моем канале Home Engineering, и зовут меня Владимир Малеронок. Прибыл настоящий помощник, незаменимый, многофункциональный цифровой тестер Beside ZT-M1. В комплекте он идет с чехлом, щупами, термопарой для измерения температуры, и дополнительно можно заказать щупы для удобной фиксации к измеряемым объектам. Ссылочка на данный аппарат у меня в описании. Сейчас вкратце немножко про этот тестер, а дальше мы устроим более полный тест. Итак, для теста нам понадобится диод, несколько резисторов, парочка конденсаторов, лампочка, несколько элементов питания, карманный тестер и осциллограф, лабораторный блок питания, чайник и даже код. Основной функционал можно почитать в инструкции, который, к сожалению, идет только на английском языке. Но в двух словах скажу, что он и способен измерять как напряжение переменного постоянного тока, ток переменный постоянный, сопротивление, емкость, прозванивать проводку, измерять температуру, а также проводить тест наиболее распространенных типов элементов питания. Кроме того, он способен генерировать сигналы типа меандр с частотой до 5 кГц, а также измерять частоту напряжения переменного тока частотой до 10 МГц. По внешнему виду выполнен достаточно качественно, крепкий пластиковый корпус. Для удобства хранения щупы можно монтировать в заднюю часть корпуса. Итак, первое, с чего начнем, подадим питание на борт данного устройства. Поднимем крышку заднюю, она же является подставкой для него. И открутим винт под ней. Питается он 3 пальчиками-батарейками формата АА. Готово. Первое, что бросается в глаза, это ЖКИ-дисплей, который будет хорошо виден как в солнечную погоду, так и в темное время суток. Итак, первая функция, которая достаточно проста, но немаловажна, это наличие, как вы думаете, чего? Фонарика. Удержание вот этой кнопки сдвоенной на 2 секунды приводит к его включению и отключению. Где вы еще такое видели? Следующая функция, с которой мы познакомимся, это НКВ No Contact Voltage для бесконтактного определения тока в проводке. Наличие можно определить как визуально по загоранию светодиода, так и с помощью линии, которая показывает уровень напряжения, условно. Но, к сожалению, это только для открытой проводки. Скрытую проводку отыскать таким способом не получится. Итак, самое время протестировать его как устройство измерения. Для начала проверим, работает ли на нем прозвонка. Все, загорание светового сигнала и звукового сигнала. Следующее, скормим ему диод. Включаем. 570 милливольт падение напряжения в одном направлении, а во втором он закрыт. Все работает. Следующее. Проведем тест измерения сопротивления. По цветовой кодировке я подписал резисторы. И давайте пройдем. 220 килоом. 226. Но у него есть пределы для более точного измерения. То есть он является полуавтоматическим, с выбором режимов. Вот выберем 800 килоом. Что теперь он покажет? 226,8 килоома. Для частоты эксперимента тут желательно, конечно, другим прибором измерить, потому что все-таки допуск плюс-минус 10% у этих резисторов, так что очень может быть оказаться, что по заводу-изготовителю он столько и есть. Следующий давайте проверим в автоматическом. 1 килоом.
Так. А теперь давайте посмотрим в режиме более точного измерения. До 8 килоом. 1,14 килоома. Ну, достаточно точно. Ну и теперь самое интересное, что теперь как он справится с низкими сопротивлениями. 2,4 Ома в автоматическом. 2,5. Угу. Ну, неплохо. Так, а на диапазоне более точном. 2,5. В принципе, автоматический режим и режим измерения по ранжирам, в принципе, одинаковые значения показывает. Ну и давайте попробуем еще протестируем на 1 Оме. Справится ли он с этим. Обычные тестеры не очень справляются, как правило, показывают больше или меньше. 1 и 1,1, 1,0. Ну вот, кстати, хорошо справился. Так, а в режиме более точного измерения 1,1, 1,0. В принципе, автоматический режим работает достаточно хорошо и точно, поэтому я за него спокоен, в принципе, при измерении. Единственное, если мы знаем диапазон сопротивления, в котором происходит измерение, лучше его выбрать здесь. Тогда он не будет автоматически переключаться Ом и килоом, и это сократит вам время на измерение. Итак, следующее. Измерим емкость. Выставим режим измерения емкости. Ну, здесь все достаточно честно. 1000 микрофарад. Подключаем щупы. 957. Ну, он заряжается, перезаряжается, поэтому немножко значение знает. 957 микрофарад. Ну, 1000 микрофарад. Но согласитесь, определить неисправный конденсатор от исправного этот прибор уже позволит. Так, давайте еще несколько протестируем. Так, 2200 микрофарад. Это все электролитические конденсаторы. 2096 микрофарад. Ну, опять же, у всех конденсаторов есть допуски, время, подсыхают они, поэтому для чистоты, конечно, надо было на ESR-метре сравнить. Ну, чего нет, того нет. Так, ну а давайте керамику ему подсунем. Как пройдет тест на керамике? Очень интересно. 0,1 микрофарада здесь или 100 нанофарад. 92, 70. Ну, достаточно точно. Теперь давайте с его помощью померяем температуру. Выставляем режим измерения температуры и подключаем вилку нашего прибора. Кстати, прибор способен измерять комнатную температуру даже без подключения. На вилке есть плюс и минус. Это значит, что в качестве датчика может использоваться диод, а не термопара, как я сразу решил. Подключаем правильно, иначе показания будут меняться в противоположную сторону. Взяв щуп в руку, я намерил 35 градусов. Температура же у кота показала 38, так как температура животных на пару градусов выше человеческой. Вот и он сгодился. А как насчет чайника? Температуру кипения воды мы-то знаем наверняка. Кстати, термодатчик находится в самом конце щупа. 100 градусов Цельсия. Достаточно точно. Далее предлагаю измерить ток, потребляемый этой 12-вольтовой лампочкой. Для этого переставим щуп для измерения миллиампер. Если лампочка достаточно мощная или какая-то другая нагрузка, обязательно выставьте ток больший, до 20 ампер. И выбираем диапазон измерения миллиамперы. С помощью кнопки Select необходимо выбрать вид напряжения, которым будет питаться лампочка. В данном случае нам нужен постоянный ток DC. На лабораторном блоке питания также выставляем необходимое напряжение в 12 вольт.
Амперметр подключается в разрыв цепи питания. Давайте сравним токи, показывающие лабораторным блоком питания, и нашим прибором. 667 мА против 676. Показания отличаются на 10 мА. Данное отклонение, возможно, связано с длиной проводов. Не забывайте о их влиянии. Следующее. Предлагаю измерить напряжение постоянного тока. Выбираем автоматический режим и подключаемся к нашему лабораторному блоку питания. Прогоним диапазон напряжений и посмотрим, соответствуют ли показания лабораторного блока питания нашему тестеру. Буду гнать десятыми. Контрольная точка 5 вольт. Ровно 5 вольт. 1 вольт. 1,7. Ну, неплохо. Ну и давайте поднимем напряжение. Давайте в 15 вольт. 14,98. Дальше. Давайте максимум 32,3 вольта. 32,26 вольта. Показания достаточно точны. Пока мы подключены к лабораторному блоку питания, расскажу про некоторые функции нашего тестера. Так, например, кнопка, которая отвечала за включение фонарика, способна устанавливать контрольную точку. Давайте выберем ее в виде 5 вольт. И нажмем ее. Значения сбрасываются, устанавливается контрольная точка. Любое отклонение вправо и влево от этих значений будет показываться в виде дельты, дополнительного прироста. Если мы увеличиваем напряжение, то дельта идет со знаком плюс. То есть вот мы прибавили 5,4 вольта блок питания выдает. Наш тестер будет показывать 0,399 вольта прирост. Если мы спустимся вниз, то есть будет напряжение ниже установленного, вот мы получим 0,5 вольта, напряжение ниже требуемого. Эта функция удобна при тестировании напряжения, емкости и сопротивления, когда нужна скорость проверки. Повторное нажатие возвращает все в исходное состояние. Следующая кнопка, которую я вам покажу, это Max-Min, которая позволяет запомнить максимальные и минимальные значения. После выбора значения запоминаются мгновенно. Затем можно, прогоняя, посмотреть, какое было у нас максимальное, а какое минимальное значение. Поскольку мы работаем на постоянном токе, покажу еще одну функцию данного тестера. Это тестирование наиболее распространенных элементов питания 1,5 вольта, 9 вольт и 12 вольт. Итак, покажу, как это делается. Исходное положение щупов, черный на ком, красный на измерение напряжения сопротивления. Выбираем нашу батарею. Первая у нас будет в тестировании, это 1,5 вольтовая. Подключаем и замеряем величину напряжения. 1,545. Запоминаем это значение. Далее, для тестирования батареи необходимо подать ток нагрузки. Здесь он составляет 10 мА. Для этого щуп переставляем в гнездо с измерением тока. Тут, кстати, батареечка уже нарисована. И подключаем. 1,543. Это говорит о том, что батарея новая, очень хорошая и держит ток в 10 мА, и ее напряжение не падает. Давайте протестируем батарею на 9 вольт. Для этого возвращаем щуп, выставляем 9 вольт и подключаем батарею без нагрузки. 7,81 и даже 7,76.
Это без подачи тока нагрузки. Уже, да, можно увидеть, что батарея плохая. Но если еще и подать нагрузку в виде 10 мА, давайте теперь посмотрим, что происходит со значением напряжения. Начинает падать, да? Стремительно причем. Это говорит о том, что батарея уже неисправна. Даже если это был бы, допустим, аккумулятор, и мы его зарядили до 9 вольт, то благодаря току нагрузки мы бы увидели, что напряжение она не держит. Вот это неисправное, а это исправное. Вот такая функция этого тестера. Ну что, пора перейти к переменному току. Итак, самое простое, где понадобится диапазон изменения переменного тока, это розетка. Снимем ограничительные колпачки со щупов. И можно мерить. Так, промышленная сеть 233,6 вольта. И в верхней шкале можно увидеть 49,97 Гц, что соответствует действительности. Значит, в этом же режиме можно и применить еще одну функцию этого тестера. Это фильтр низких частот. Если мы его нажмем, показания будут более точные. Но этот фильтр низких частот больше применим для инверторов, где есть всевозможные наводки высших гармоник. В остальных случаях он вам не понадобится. Также, нажав кнопку Select, можно измерять только частоту, при этом не измеряя напряжение. Значит, этот режим применим для измерения низкой частоты, но с наличием высокого уровня напряжения. Давайте пойдем теперь от обратного. Измерим низкое напряжение с высокой частотой генерации. Для создания переменного сигнала высокой частоты я прибег еще к одному своему помощнику. Это к карманному осциллографу DCO-203. Он уже неоднократно мелькал у меня в видео, и ссылочка также есть у меня в описании. Значит, выставляем наш тестер в измерение переменного тока. Давайте выставим то же значение, которое было при измерении сетевого напряжения. Значит, уровень напряжения он меряет, а частоту он не меряет. Даже изменяя частоту от 200 Гц и выше, вот видно, что синус становится чаще. Ну, тут я, кстати, был разочарован своим осциллографом, то, что значение напряжения начинает падать. Возможно, это связано с функцией измерения True RMS. Это среднеквадратическое измерение. Это является точных показателей прибор. Возможно, из-за него происходит это падение. Но нам нужно измерить частоту, поэтому рекомендуется при низком уровне напряжения, тут меньше 1 вольта, перейти в следующий режим измерения. И тут меня ждало разочарование, он показал нули. Изменяя частоту в большую сторону, я не увидел ни как показателей частоты, ни как показателей уровня напряжения. С чем это связано? Возможно, с слишком низким уровнем напряжения, возможно, со способом вычисления True Image, среднеквадратического значения напряжения. Знатоки, люди, которые пользовались подобными приборами, подскажите, в чем могла быть причина, то, что прибор не показал частоту, выдаваемую с генератора карманного осциллографа. Раз уже осциллограф оказался подключенный, грех этим не воспользоваться, так как данный прибор еще является и генератором сигнала прямоугольной формы, типа меандр. Выставим его в этот режим. И с помощью нашего осциллографа посмотрим форму сигнала. Форма достаточно чистая, генерация стабильная. Нажимая кнопку Select, можно изменять частоту генерации. При этом на осциллографе видно учащение сигнала. Давайте нажмем режим измерения параметров. Второе, снижу значение. Показывает амплитудное значение уровня напряжения данного сигнала. С увеличением частоты генерации уровень амплитудного напряжения остается постоянным. Это не может радовать, так как часто в приборах происходит с ростом частоты генерации падает уровень напряжения.
частота следования импульсов стабильна. Лишь с 3000 Гц и до 5 кГц форма сигнала немного искажается. Итак, время подвести итог тестирования данного прибора. Наряду с общепринятым функционалом в измерении напряжения, тока, постоянного переменного значения, сопротивления, емкости, измерения частоты генерации, у него есть ряд своих преимуществ. Во-первых, двухдиапазонный селектор, который позволяет выбирать как автоматический режим измерения, так и выставлять конкретный диапазон значений. Кроме этого, он сам способен генерировать сигнал прямоугольной формы типа меандр с частотой до 5 кГц. Также в режиме измерения переменного тока он меряет True RMS, среднеквадратическое значение уровня напряжения, что позволяет его назвать более точным прибором. Компактен и удобен. Совместил в себе большое количество функций. Единственным минусом могу назвать то, что он не смог измерить значение частоты сигнала низкого уровня. Но для этих целей, я вам скажу, больше подойдет осциллограф. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.